Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз, гороскоп, события до конца декабря. Давайте узнаем, что вас ждет в последние дни уходящего года и месяца декабря. Конечно, будем реалистами. Карты не расскажут о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы определенно получите. И первую карту, которую мы достанем, что окончательно завершится для вас в последние дни декабря. С чем, может быть, придется проститься или что закончится. Может быть, это касается ваших дел каких-то, а может быть и разочарований, которые тоже надо оставить в прошлом. Что нового войдет в вашу жизнь, мои дорогие, давайте узнаем. Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. И чем запомнятся вам последние дни месяца декабря уходящего года. Достанем 3 карты, 3 важных события. Все-таки мы события рассматриваем, да? Каких сфер будет касаться или чего это будет касаться, давайте тоже узнаем, интересно. Итак, что же завершится? Я не могу сказать, что тут что-то завершится, наоборот, тут у вас все под контролем. Хотя, может быть, у кого-то проиграется конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии, Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент, может быть. Но в целом эта карта говорит о прочной вашей позиции. Видимо, к тому моменту, как вы смотрите видео, уже какие-то словно приоритеты вами расставлены. Здесь прочную позицию вашу показывают, если мы говорим про энергетику, что завершится. Хотя, может быть, и какое-то сотрудничество с конкретным человеком может тоже завершаться. Но, значит, знаете, когда вы видите очень здравомысляще какую-то ситуацию, вы сами все держите под контролем. И нет здесь какой-то синкопы или какой-то внезапности, вообще стабильный период жизни без каких-то, таких минусовых сюрпризов для вас по этой карте вообще, прогнозируют карты. Вот так, как будто конец декабря. Это вопросы вашего, может быть, жилища, ваших заработков, ваших планов уже на будущее. Где-то вы правильно подвели итоги и какую-то концепцию наперед вы уже выставляете. Ведь по королеве Пентаклей вот тот райский сад, среди которого она располагается, она создала своими руками. Вот и вы, видимо, будете уже что-то планировать на будущее. Я бы сказала так. Видимо, какой-то итог уже сделан. Что произошло, то произошло. Что случилось, уже случилось. У вас сильная позиция, так вот в целом. Давайте мы узнаем, что же нового войдет в вашу жизнь. Может быть, вопросы связаны. Посмотрите, еще одна карта двора. И это у нас король мечей. Если мы, где-то так... Про гороскоп. Это стихия воздуха, близнецы, весы, водолей. Может быть, есть конкретный человек, опять же, и знакомство новое. Может быть и так. Но это еще проходят те вопросы, которые мы решаем в высоких инстанциях. Или обращаемся к врачам, обращаемся к юристам или к каким-то узким специалистам для того, чтобы решить вопрос или прояснить этот вопрос. Как лучше действовать, например. Да? По этой карте может быть... Такой есть подсмысл, потому что по королю мечей проходят представители законной власти. Но чтобы, если мы говорим, что нового войдет, может быть, как знакомство с людьми влиятельными, это тоже вот такое может случиться. Или ваша собственная энергетика, когда больше хладнокровия и где-то жесткости, мои дорогие, вам не совсем свойственной. Может быть и так. Давайте мы узнаем, каковы же неожиданности. Радость, признание в любви, подарки, хорошее настроение, новое вдохновение, желание жить. Понимаете, когда мы большим оптимизмом смотрим в будущее и на данный период времени в неожиданностях какие-то радости, значит, что-то вас порадует. Может быть, и были какие-то моменты, такие со знаком минус, но здесь словно все нейтрализуется у вас в неожиданностях, радости, приятности, комплименты, признание в любви, планы, может быть, в вашей личной жизни на будущее. Причем уверенные, четкие, когда вы точно знаете, чего вы хотите. Вот как-то так. Давайте мы узнаем, чем запомнится этот период или последние дни декабря.
Ну, может быть, так, знаете, немножко тяжеловато, сложновато. По девятке жезлов всегда, с одной стороны, наша прочная позиция. Девятка жезлов в колоде герметической, именно Таро, означает карта великой мощи. То есть у вас достаточно сил осуществить любой проект. Но по этой карте есть такой период, когда мы словно закрываемся от внешнего мира, чем запомнится. Значит, какая-то история, которая вас вынуждает или вам хочется побыть один на один с самим собой. Вот такое, может быть, какое-то событие в вашей жизни, которое вас вынуждает это сделать. И реагировать только на два момента. Первое, когда нам что-то угрожает или препятствует на продвижению наших дел. И второй момент, когда есть какая-то перспектива. Вот как будто на все остальное, на вопросы, которые больше интересны другим людям. Или, может быть, вы предыдущий период много кому помогали, а здесь нет. Вы сконцентрируетесь на самом себе или самой себе. Как будто все остальное будет неважно. Вам захочется отдохнуть, отойти от каких-то дел, привести, может быть, мысли в порядок и себя словно не тиражировать, не расходовать собственную энергию на то, что больше нужно кому-то. Вот все то, что по королеве Пентаклей. Вы точно знаете, что вам нужно и чего вы делать не собираетесь. Вот где-то может быть и расчетливость, где-то жесткий, холодный подход, рационализм к тем или иным вопросам. Вы будете словно оценивать. Может быть, вы будете пересматривать даже свое окружение. Может быть, к этому сложилась какая-то ситуация, и вы будете делать правильные выводы и расставлять все по местам. Где-то хладнокровно жестко, но, может быть, так того требуют события. Вот давайте мы посмотрим, каковы же три важных события, правда, выход из лабиринта. С чем-то вы окончательно определитесь и расставите точки. Захочется какой-то важный, словно, знаете, как последний аккорд сыграть, внести последнюю точку ясности. По тузу мечей, может быть, была какая-то двойственная ситуация, или вы не могли принять решение. Вот в одном, в чем-то вы точно определитесь. Вот откуда эти холодные энергии. Видимо, что-то в вашей жизни, мои дорогие, вынуждает вас окончательно вот принять решение. И вам-то, видимо, совершенно необходимо быть в этих энергиях, чтобы не поддаться на какие-то уговоры или не соскользнуть в какие-то эмоции. Вообще, если есть эмоции, то только как извне какая-то радость, а вы-то сами более прагматичных каких-то энергиях. Но какой-то вопрос вы точно, как гештальт, закроете. Или, по крайней мере, вы точно будете знать, чем вы не будете заниматься. Вот выход из какой-то сложной ситуации, он у вас как событие произойдет в конце декабря. Второе событие. Ну, вы на пороге перемен. Нулевой аркан. И, по словам Эйнштейна, только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. У нас шут показан, который жонглирует, как великий манипулятор, всем зодиаком. Это новые события, это новые возможности, это как жизнь с чистого листа. Или я теперь хочу осуществить то, что я всегда, может быть, мечтал, и к этому есть уже предпосылки, вы будете видеть какой-то свой прогресс. Зачем вам это нужно? Или отдадите предпочтение своим планам, намерениям, целям и будете понимать, что да, какой-то период уже завершился. Вот, может быть, почему у нас выпала королева Пентаклей, я говорю, не завершается, тут ваша прочная позиция, а тут уже как будто переход, тут уже что-то начинается. И уже в этот период конца декабря вы будете расставлять словно приоритеты на будущее. У каждого по-своему проиграется нулевой аркан, но от нулевого аркана до аркана мага один шаг. И нам шут представлен как тоже великий манипулятор, еще более великий, наверное, чем маг. Верьте в свою звезду, в свои возможности. Вы сейчас, правда, можете создать новое качество жизни для самого себя. Для кого-то это проиграется как новая должность или решение. Я буду делать карьеру, новые способы заработка. От чего-то вы, скорее всего, откажетесь, поставите в чем-то точку. Вы уже как будто расставили. И, может быть,
Что-то это будет связано с оформлением. Как будто я иду вперед. Вот таково событие. Вы уже будете скорее продумывать или строить, писать, может быть, даже тезис, план на последующий 2024 год, который как раз для вас обещает быть удачным. Новые возможности. Для кого-то это переезд, для кого-то это будет как смена профессии даже, или обучение чему-то совершенно новому, смена сферы деятельности, такое тоже может проиграться. Или в личной жизни, мои дорогие, у вас тоже происходят изменения, те, которые со знаком плюс. Какие-то новости приходят, когда вам новые возможности будут предоставлены. Но не терять связь с реальностью, потому что по аркану Шут всегда много вдохновения, много желания что-то изменить, понимаете? Но фокус на себе и себя не подвергнуть риску, даже если есть в чем-то импульс что-то совершить совершенно новое, не просчитаться и не рисковать. Может быть, отчасти. Не играть в азартные игры. Правда, для кого-то это проиграется. И вообще на 24-й год там по Плутону в Водолее, который 21 января уже окончательно перейдет в знак Водолея как раз, не очень хорошо участвовать в тех, например, сделках или в играх, когда мы думаем, что ну что-то прокатит, всегда прокатывало, да, или был тот риск, когда у вас потом в последующем какой-то плюс получался. Вот здесь больше расчетливости и хладнокровия, поэтому держите руку на пульсе. Третье событие. Ну, наверное, вот вы делаете выводы. Сама жизнь перед вами новые перспективы открывает, и вы уже практически как на пороге перемен. По тройке жезлов у вас все под контролем. Это раз, потому что это своеобразный якорь, надежность, когда вы четко понимаете, чего вы хотите достичь. Вы уже повернулись к прошлому спиной, да. Уже какая-то история в вашей жизни дошла до определенного предела, и теперь только вперед. Уже нет смысла оборачиваться назад. И вы что-то будете планировать. Это как возможности, правда, у кого вы хотели переехать, вы переедете. Вы хотели сменить работу, вы ее смените. И здесь выбор. Потому что человек нам показан, который стоит будто в гавани, ожидает корабль, но он еще не запрыгнул на этот корабль. Он выбирает, как будто на каком я корабле отправлюсь, или какой вариант для меня более приемлем. Вот что-то он просчитывает, и вы будете просчитывать что-то на последующий период. Но сами по себе возможности и новая эпоха в вашей жизни. Правда, вот мне нечего сказать. Видимо, подведение итогов действительно состоялось, и выход из какого-то лабиринта у вас уже найден. Уверенность в завтрашнем дне и уверенность в том, что я любую свою идею воплотить могу в жизнь. Что-то доброе, хорошее, с приятными эмоциями в целом в конце декабря вам уже обеспечено. Но и переключаться как будто придется между вот такими холодными, отчасти жесткими энергиями, потому что того требует обстановка или того требует какой-то предыдущий период, когда я сейчас просто вынужден сконцентрироваться больше на самом себе. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы и любимы всегда.